Дэниел Стемпер был ветераном армии Соединенных Штатов. Он с честью служил своей стране более 15 лет, поэтому, когда ему пришло время уйти в отставку, он сделал это с достоинством. К сожалению, это время пришло гораздо раньше, чем ожидалось. Это произошло, когда он выполнял разведывательную миссию в зоне конфликта. Мина, которую радары не смогли обнаружить, взорвалась прямо рядом с ним, в результате чего он получил многочисленные ранения и потерял левую ногу. Это была тяжелая неудача, с которой ему пришлось столкнуться, и которая вызвала у него глубокую печаль. Но он никогда не сдавался. И, несмотря ни на что, Дэниел ясно дал понять, что не позволит своей инвалидности лишить его чувства человечности и помешать ему осуществить свои мечты, какими бы они ни были. Итак, полностью оправившись от травм и почувствовав удовлетворение от себя и своего нового состояния, Стемпер решил заняться недвижимостью и попытать счастье в инвестировании в недвижимость, рискованное, но мудрое решение, которое привело его к финансовому прорыву, которого он отчаянно желал после увольнения из армии. Дэниелу всегда было ясно, что он хочет жить в комфорте и роскоши. Он хотел быть богатым, чтобы иметь возможность заботиться обо всех людях, которые были для него всем на свете. И, конечно же, его жена Грейс возглавляла этот список. Они были женаты 6 лет, и для Дэниела это были лучшие годы в его жизни. Жизнь. Жаль, что только он один имел такое представление о том, что значил их брак. Грейс Стемпер всегда была любящей, заботливой и прекрасной женой. Она вышла замуж по любви к своему новому мужу, награжденному орденами солдату, сделавшему большую карьеру в армии США. Однако все то восхищение и любовь, которые она испытывала к Дэниелу, исчезли в тот день, когда он потерял ногу. После трагического инцидента Грейс стала холодной, замкнутой, и ее чувства к нему почти полностью исчезли, что заставляет нас думать, что любовь, которую она испытывала к своему мужу, никогда не была настоящей, а была простым интересом и способом почувствовать себя реализованной, став женой успешного мужчины, чего Дэниел никогда не осознавал. На публике Грейс притворялась любящей и ласковой со своим мужем, но когда они оставались наедине, она снова становилась враждебной и не обращала внимания на его чувства. Правда в том, что она потеряла интерес к Дэниелу в тот момент, когда он потерял ногу, и даже после того, как ему поставили протез, это не изменило ее чувств к нему. Она ненавидела его, и хуже всего было то, что она даже не пыталась этого скрыть. На самом деле, все, казалось, знали о новых чувствах его жены, кроме Дэниела, который был все так же влюблен в нее, как и в первый день. Меня от этого тошнит. Я ненавижу видеть его костыли и то, как он хромает. Как долго мне придется с этим мириться. Грейс жаловалась своим друзьям всякий раз, когда они встречались, и они советовали ей продолжать терпеть это, пока она не найдет вариант получше. Но вскоре терпение Грейс лопнуло, и она тайно подала на развод. Она была убеждена расторгнуть свой брак с Дэниелом и положить конец отношениям, которые только вызывали у нее чувство разочарования и отверженности. Так и было, пока не произошло нечто, что быстро изменило ее мнение. Знаешь что? Действительно, риэлторский бизнес Дэниела таков. Грейс был категорически против внезапного увольнения и заключил многомиллионную сделку с недвижимостью, которая изменила всю его жизнь за наносекунду. Из простого ветерана войны со скромной зарплатой он превратился в богатого человека. Очень богатого. Видя, что Дэниел теперь богат, Грейс поняла, что не сможет довести дело до развода. Конечно, она ненавидела его увечье и своего мужа, но она была по уши влюблена в его деньги, поэтому решила остаться и продолжать притворяться. В конце концов, он, казалось, вообще ничего не замечал. Скоро она научится иметь с ним дело. Из враждебной и недружелюбной она внезапно превратилась в любящую, ласковую и понимающую, а бедный Стемпер
который все еще был по уши влюблен в свою жену, не заметил разницы. Он не понимал, что она давным-давно разлюбила его и просто терпела из-за его денег. Возможно, именно любовь, которую он испытывал к ней, мешала ему видеть реальность. Или, возможно, Грейс была очень хорошей актрисой, а также умной и лицемерной. Но для нее все было бы не так просто. Шли недели, и Грейс обнаружила, что ей приходится мириться со все большим количеством действий своего мужа. Например, Дэниелу часто требовалась помощь по дому с простыми делами, или ей приходилось выполнять его поручения и даже подвозить его. Все это она терпела и делала это с фальшивой улыбкой на лице. Для нее это было терпимо, поскольку сумма денег, которой они в то время распоряжались, компенсировала все это. Она никогда не была так богата, а это для такой эгоистичной материалистки, как Грейс, было самым важным. Но у каждого есть предел, и терпение Грейс достигло предела, когда Дэниел сказал ей, что хочет усыновить ребенка и стать родителями. В тот день она впервые перестала притворяться и по-настоящему испугалась того, что может случиться, если она разыграет этот спектакль. «Я уже говорила тебе, что не хочу быть матерью. Мы никогда не хотели детей. Я не люблю детей. Почему ты так поступаешь со мной, Дэниел? Я уже недостаточно хороша для тебя. Тебе скучно. Вот и все, не так ли?» Она сердито закричала, когда муж сказал ей о своем желании усыновить ребенка. Но Стэмпер был полон решимости сделать это и, не обращая внимания на протесты жены, сказал ей: «Дорогая, я говорю не об усыновлении любого ребенка. Я говорю о том, чтобы взять к себе дочь моего лучшего друга, Вайолет. Гарри умер всего пару месяцев назад, и теперь она сирота. Его жена умерла при родах, и он заботился о ней без чьей-либо помощи. Но судьба жестока и оставила бедного ребенка совсем одного в этом мире. Мы должны забрать ее к себе. Я пообещала ему, что если с ним что-нибудь случится, он может рассчитывать на то, что я позабочусь о ней, и я собираюсь это сделать». Дэниел был полон решимости сдержать свое обещание, и у Грейс, похоже, не было другого выбора, как убедить своего мужа поступить иначе. Стэмпер не хотел, чтобы ребенка отдавали в сиротский приют, и после долгих споров и попыток убедить его жену, что усыновление было бы благом для них обоих, она в конце концов уступила. «Ты не пожалеешь об этом, любовь моя. Эта девушка – ангел, и я уверен, принесет много радости в наш дом», – взволнованно сказал ей Дэниел. Именно так пара начала процесс усыновления, который прошел довольно быстро и гладко, так что всего через пару недель они смогли официально усыновить девочку и стать семьей из 3 человек. Когда Вайолет вернулась домой, все как будто ждали ее. Все, кроме Грейс, конечно. Маленькая девочка излучала доброту и радость, куда бы она ни пошла, и Дэниел быстро проникся к ней симпатией. Однако Грейс не смогла наладить контакт с девочкой, и каждый раз, когда та подходила к ней, она бросала на нее холодный взгляд и относилась к ней с презрением. Видя реакцию женщины, ребенок начинал плакать и бежал к своему воспитателю или отцу. «Мама, не волнуйся, милая, просто у мамы плохое настроение. Ты можешь поиграть с ней завтра, хорошо?» Обычно Дэниел говорил Вайолет. Стэмпер по-прежнему не замечал истинной натуры своей жены и старался не обращать внимания на холодность, с которой она относилась к своей дочери. Одна из причин, по которой Грейс ненавидела Вайолет, заключалась в том, что Дэниел, казалось, перенес всю свою привязанность к ней на Вайолет. Она заметила, что Дэниел больше не выпрашивал ее внимания, как раньше, и даже перестал покупать ей подарки. Ее ревность достигла такой степени, что превратила ее в параноика. Могло ли быть так, что он разгадал ее игру? Могло ли быть так, что он понял, что она больше не заботится о нем и просто мирится с их браком? Она стала настолько параноидальной, что даже начала думать, что Дэниел тайно подает на развод, как и она сама некоторое время назад. Она знала, что если они когда-нибудь расстанутся, она будет потеряна. Поэтому она решила изменить свой образ жизни и стать образцовой и любящей матерью для маленькой Вайолет, надеясь вернуть расположение своего мужа.
Она стала более ласковой с Вайолет даже в отсутствие мужа, чтобы маленькая девочка рассказывала ему, когда он спрашивал. Таким образом, она была уверена, что привлечет внимание Дэниела. И это сработало. Дэниел, который все еще был наивен в отношении истинных намерений своей жены, был в восторге от того, что его жена так любит Вайолет, и снова по-настоящему влюбился в нее, осыпая подарками. Все налаживалось, и Стемперы начали походить на настоящую семью, или, по крайней мере, они притворялись ею. Поэтому, когда маленькой девочке исполнилось 3 года, они захотели устроить для нее большую вечеринку по случаю дня рождения. Вайолет была вне себя от радости и вскоре стала называть свою маму так же, как она называла Дэниела папой. На ее 3-й день рождения Дэниел хотел сделать своей любимой дочурке особенный подарок, который она никогда не забудет. Подарок, который в конечном итоге изменит их жизни. Красивая кукла со встроенной камерой. Конечно, он не знал, что у куклы есть скрытая камера, пока продавец не объяснил, что в правом глазу куклы есть камера, чтобы родители могли следить за своими детьми и знать, что что-то не так, пока они играют. Продавец также предложил настроить свой телефон, чтобы он мог постоянно видеть, что делает девушка. Это идеальный подарок для новоиспеченных и испуганных родителей. «Он никогда не подводит», — сказал продавец Дэниелу, заворачивая куклу в красивую розовую оберточную бумагу. Дэниел решил никому не рассказывать о скрытой камере в запястье, даже своей жене. Это было бы его секретом и лучшим способом всегда знать, что с его любимой дочерью все в порядке. Открыв подарок, который преподнес ей отец, Вайолет не смогла сдержать радости, увидев куклу. Кукла стала ее лучшим другом. Никто не мог разлучить ее с любимой куклой. Она практически все делала вместе с ней. Время шло, и семья становилась все крепче. Грейс научилась мириться с маленькой девочкой и ее мужем, в то время как Дэниел становился все счастливее в семье, которую он создал с любовью всей своей жизни, и Вайолет. Все казалось идеальным до тех пор, пока Вайолет не исполнилось 4 года. Вечером накануне дня рождения дочери Дэниел получил звонок, который разбил ему сердце. У его дочери случился внезапный сердечный приступ, и она находилась в критическом состоянии. Не теряя времени, он бросился к машине и поехал в больницу, куда ее доставили. К его удивлению, когда он приехал, то обнаружил, что его жена плачет. И прямо там, на руках у Грейс, лежало безжизненное тельце маленькой Вайолет. Все произошло очень быстро. Я не знаю. Все произошло так быстро. Наш ребенок пропал. Грейс, плача, рассказала ему об этом, а затем сказала, что им нужно немедленно похоронить ребенка. Нам нужно поторопиться с похоронами. Чем скорее она упокоится с миром, тем скорее мы сможем начать усваивать все, что произошло, и оплакивать ее потерю, дорогой», — сказала она мужу, притворяясь плачущей и умело скрывая свои истинные намерения. Дэниел, который в то время плохо соображал, согласился на все, что предложила его легкомысленная жена, так что бедную девочку похоронили на следующий день, почти без сопровождения, вместе с ее любимой куклой. В ту ночь Стемпер не могла уснуть. Встревоженный и подавленный горем из-за потери дочери, он встал с постели и лег на диван в гостиной. Именно тогда он вспомнил, что у него все еще установлено приложение для скрытой камеры куклы, и решил понаблюдать за последними мгновениями своей дочери и в последний раз увидеть ее в гробу. «В последний раз. Еще только один раз, и я покончу с этим навсегда», — сказал он себе в темноте. Дрожащими руками он достал телефон, чтобы в последний раз увидеть свою дочь. Чего он не знал, так это того, что то, что он увидит через камеру, потрясет его до глубины души и заставит осознать, в каком фарсе он жил. Прямо там, в гробу, где должно было лежать бездыханное тело его дочери. Он увидел живую Вайолет, которая гладила своего плюшевого мишку, пытаясь выбраться. Она была похоронена заживо. В ужасе от того, что он только что обнаружил, Дэниел издал пронзительный крик, напугав свою жену, которая крепко спала в спальне наверху, и выбежал на улицу, чтобы выяснить, что происходит. Но прежде чем она успела дойти до гостиной, Дэниел уже схватил ключи от машины и на большой скорости помчался к могиле.
Оказавшись там, он вырыл могилу так быстро, как только мог, вытащил гроб и широко открыл крышку. Там стояла Вайолет, крепко прижимая к себе куклу, и по ее лицу текли слезы. Маленькая девочка могла только сказать: «Я знала, что ты придешь за мной, папочка». Мне было так страшно, там было так темно. Прежде чем потерять сознание, Стэмпер отвез свою дочь в больницу, где ее состояние немедленно стабилизировалось, и она прошла все виды обследований, чтобы выяснить, что произошло. То, что он в итоге обнаружил, помогло ему понять, на какой женщине он был женат. Анализы показали, что девушка была отравлена чем-то, что она проглотила, вероятно, во время перекуса. Врачи совершенно ясно дали ему понять, что сердечный приступ у его дочери случился неестественным путем, и что кто-то подстроил все так, чтобы все выглядело так, будто девочка умерла, и похоронил ее заживо. В тот день Вайолет была только с одним человеком – Грейс, и из того, что девушка рассказала ему, Дэниел быстро понял, что произошло и что ему следует делать. На следующее утро Дэниел вернулся домой вместе с Вайолет, и Грейс не смогла скрыть своего удивления, когда увидела ее живой. Женщина продолжала притворяться и приняла ее за привидение, но когда оправилась от шока, она подбежала к девочке и притворилась счастливой. Но прежде чем она успела прикоснуться к ней, Дэниел оттолкнул ее и грубо оттащил от девушки. «Твоя игра окончена, милая. Не могу поверить, что я жил с тобой все это время, ничего не понимая. Ты дьявол и обманщица. Я больше никогда не хочу тебя видеть», — сказал он ей, доставая из сумочки документы о разводе. «Я хранил это письмо о разводе много лет. Я усердно молился, чтобы мне никогда не пришлось отдавать его тебе. Пожалуйста, немедленно уходите, или я вызову полицию, и вы предстанете перед законом». Испытывая стыд и глубокое сожаление, Грейс вышла из дома. Она знала, что ее жизнь разрушена навсегда, и, что хуже всего, она поняла, что Дэниел незаменим, и что она, возможно, никогда не найдет другого такого мужчину, как он. Так печально, что мы не осознаем ценность человека, пока не потеряем его. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить нам комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Спасибо вам за просмотр.